Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить совершенно потрясающий пирог с маком. Я вообще обожаю выпечку с маком. Она получается такая уютная, домашняя, ароматная. Особенно, когда в пироге много мака, как у меня сегодня. Я уверена, этот пирог украсит любой праздничный стол. Посмотрите, какое получается пышное, нежное тесто. И много начинки. От такой выпечки никто не откажется. Как это вкусно с чаем, с молоком. И для рецепта мне понадобится примерно 500 граммов муки. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 220 мл теплого молока, примерно 38 градусов, 80 граммов сахара, 10 граммов сухих дрожжей, 60 граммов растопленного сливочного масла, одно яйцо, я использую яйцо крупного размера, щепотка соли. Также в тесто я буду добавлять экстракт ванили 1 чайную ложку и цедру 1 лимона. В первую очередь разведем в теплом молоке дрожжи. Добавляю в молоко примерно 2 чайные ложки сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю. И оставлю постоять примерно на 5-7 минут. У дрожжей должна вырасти красивая шапочка. В миску просеиваю муку, но не всю. Часть муки оставлю. Муку буду добавлять в тесто постепенно. Всыпаю в миску сахар, соль. Добавляю цедру лимона. Добавлю к яйцу 1 чайную ложку экстракта ванили. Слегка перемешаю. И теперь буду замешивать тесто. Муку хорошо перемешиваю с сахаром и солью. Делаю небольшое углубление. И вливаю сюда дрожжи с молоком. Посмотрите, как красиво подошли дрожжи. Добавляю разболтанное яйцо с ванилью. Кстати, яйцо должно быть тоже комнатной температуры. И вливаю растопленное сливочное масло. Начинаю замешивать тесто. И теперь постепенно добавляю сюда муку. Как видите, тесто еще немного липковатое, поэтому я добавляю всю оставшуюся муку. Домешу тесто на столе. Муку в тесто я больше добавлять не буду. Просто вымешаю его хорошо, чтобы оно перестало приставать к столу и к рукам. Месить буду примерно минут 5-7. Тесто можно подбирать скребочком. Конечно, если надо, вы можете добавить в тесто немного муки. Но я рекомендую не спешить, а просто его немного помесить. Посмотрите, какое у меня получилось чудное тесто. Гладкое. Вот такое мягкое. Подкатываю тесто в шар. Беру миску, смазываю ее слегка растительным маслом. Закрываю миску пищевой пленкой. И отправляю тесто на расстойку в теплое место. Примерно на 1 час. До увеличения в объеме в 2 раза, как минимум. Обычно миску с тестом я ставлю в микроволновую печь. Рядом ставлю стакан с горячей водой, закрываю дверцу микроволновки, и у меня получается такой теплый шкафчик, где тесто очень хорошо подходит. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. Маковую начинку для пирога я подготовила заранее, накануне вечером. Это очень удобно. Рецепт, как сделать очень вкусную маковую начинку, есть у меня на канале. Я обязательно оставлю ссылку под видео в описании. И укажу, сколько я использовала ингредиентов для начинки в мой пирог. У меня прошел час. Посмотрите, как замечательно выросло тесто в объеме. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Тесто вот таким образом руками растягиваю. И буду раскатывать в прямоугольный пласт. Если надо, подпыляйте тесто мукой.
Стол я подпылила мукой, так как тесто буду сворачивать в рулет. И надо, чтобы, конечно, оно не пристало к столу. Тесто я раскатала в такой большой прямоугольник. Длина 56 сантиметров, ширина 38 сантиметров и толщина пласта примерно 3-4 миллиметра. Сверху на тесто выкладываю начинку. Начинки у меня получается достаточно много. Разравниваю ее, не доходя до края. Я оставляю здесь достаточно большой кусок теста и делаю здесь надрезы. Толщина каждой полосочки примерно 1 сантиметр, может чуть больше. Я разрезаю тесто, не доходя до конца. Аккуратно сворачиваю рулет. Я ничего слишком сильно не поджимаю. И теперь эту часть теста натягиваю сверху. Защипываю шов. Я взяла лист пергаментной бумаги и уже на этом листе буду формировать пирог. Вот таким образом передвигаю и выкладываю все по кругу, оставляя расстояние. Вот этот шов я стараюсь повернуть вниз. Край теста я слегка защипну. И здесь тоже. Пирог можно выпекать на противне вот таким образом, но я хочу, чтобы он имел форму, поэтому сейчас тесто вместе с пергаментной бумагой переложу в форму. У меня есть вот такая разъемная форма диаметром 30 сантиметров. Сейчас пирог оставляем на расстойке. Закрываю его пленкой и оставляю примерно на 30 минут. Тесто великолепно подошло. И теперь пирог я сверху смажу желтком и молоком, чтобы он получился румяный и красивый. Пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Подготовлю сладкий сироп, которым сверху смажу пирог, чтобы он был блестящий. Здесь у меня 40 граммов сахара. Добавляю 40 миллилитров горячей воды. Перемешиваю, чтобы сахар полностью растворился. Пирог я достала из духовки. Вы не представляете, какой здесь сейчас стоит аромат. Обязательно проверяем готовность пирога деревянной шпажкой или зубочисткой. Я сразу буду извлекать из формы. И пока пирог горячий, смазываю его сверху вот этой сладкой сахарной водой. И тогда пирог будет очень блестящий и красивый. Я просто не могу дождаться, хочу попробовать этот пирог. У нас вообще во Вьетнаме очень сложно купить мак. И когда я его покупаю, это просто настоящий праздник, потому что мы все наслаждаемся этой замечательной выпечкой. Пирог получился великолепный, такой нежный, вкусный. Тесто просто как пух, а начинка такая сочная, сладкая. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Друзья, я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!